Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я изготовлю декор для детской комнаты из остатков трикотажной пряжи. Выбор цветов не случайен. Заготовка имеет форму радуги. Я буду обвязывать ее необычным способом. Получится очень стильный и яркий декор для детской, который украсит комнату любого малыша. Все необходимые ссылки, а также ссылку на продавца-производителя пряжи, инструментов и фурнитуры я оставляю для вас в описании под этим роликом. Туда же прикрепляю свой промокод на скидку. Приступим к вязанию. Моя заготовка имеет по основанию 9 отверстий. Поэтому я беру нить с небольшим запасом, порядка 17-18 сантиметров, набрасываю на крючок. Подхватываю основную рабочую нить, создаю первую петлю и создаю цепочку из 9 воздушных петель плюс 1 петля подъема. Не считая петли подъема, у меня 9 точек для провязывания. Вставлять крючок я буду в заднюю перемычку. Кромочная коса остается на лице. Итак, звено за звеном. Я беру свою заготовку, вставляю крючок в точку для провязывания, вставляю крючок в первое отверстие, протягиваю рабочую нить и делаю соединительную петлю. Далее 1 точка для провязывания, 1 отверстие и соединительная петля до конца ряда. Количество точек для провязывания соответствует количеству отверстий. Я задействовала последнее отверстие заготовки, делаю еще одну соединительную по кромке, поворачиваю вязание, рабочую нить провожу под заготовкой, вставляю крючок, пропуская последнее звено, полную косу кромки за обе дужки и в первое отверстие по заготовке с этой стороны. Протягиваю рабочую нить и провязываю соединительную. Так в обратном направлении. За обе дужки кромочной косы. Далее в то же самое отверстие, в которое я вязала прямой ряд, и соединительное. До конца ряда каждому звену кромочной косы соответствует 1 отверстие. Здесь в конце ряда у меня будет замена цвета пряжи, поэтому я отрезаю нить с таким же запасом, как и начало вязания, вытягиваю край и увожу его в первое отверстие для фиксации. Готово. В следующем ряду у меня 13 отверстий. К предыдущему это плюс 4. По 9 отверстиям мне нужно сделать 4 добавления. Распределить их равномерно. Получается 1, 2, 3, 4 через 1 отверстие. Особенность заготовки у вас может быть другая, то есть смотрите и просто равномерно распределяйте эти добавления. Я помечаю ручкой отверстие, куда провяжу по 2 столбика. Ввожу нить с запасом. Вставляю крючок в основание первого ряда, подхватываю рабочую нить нового цвета и соединительной петлей просто закрепляюсь по кромке. Этот столбик не считается в общий учет количества столбиков. Далее я буду вставлять крючок в кромочную косу предыдущего ряда за обе дужки, в отверстие первого ряда, подхватываю рабочую нить, вытягиваю и провязываю столбик уже в отверстие второго ряда. Готово. Следующее отверстие у меня добавление. Вставляю крючок точно так же за обе дужки в отверстие и в отверстие второго ряда. Провязываю. В эту же самую точку еще раз вставляю, вывожу столбик и провязываю
уже в незадействованное отверстие второго ряда. Готово первое добавление. Так вяжу до конца ряда, в отмеченные отверстия провязываю 2 столбика. Четыре добавления провязано. Первое, второе, третье, четвертое. У меня последняя кромочная коса и последнее отверстие. Провязываю заключительный столбик и закрепляюсь соединительной о край. Здесь переворачиваю вязание, вставляю крючок во вторую кромочную косу, в первое отверстие второго ряда с этой стороны, подхватываю рабочую нить и соединительными прохожу в обратном направлении, в начало ряда. Каждой точке провязывания мне соответствует одна кромочная коса. Подхватываю ее за обе дужки. Здесь последняя петля. Обрезаю нить с запасом. Вытягиваю и вывожу ее на изнанку работы. Готово. Беру новый цвет. Точно так же начинаю моток с запасом в основании предыдущего ряда. Закрепляюсь за кромку, пересчитываю количество отверстий в новом ряду: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. По отношению к предыдущему ряду плюс 2 отверстия всего. То есть делаю добавление здесь и здесь. Точно так же по аналогии вяжу этот ряд. Крючок вставляю в кромочную косу в основание предыдущего ряда, далее в отверстие нового ряда, вяжу столбик за столбиком, делаю 2 добавления. Каждый следующий ряд вяжется по аналогии. Определяю количество добавлений, вяжу ряд туда, ряд обратно, ряд туда, ряд обратно. Все 7 цветов я задействовала, но осталась незавершенность из-за видимой части заготовки. Поэтому я ввожу еще один нейтральный цвет по тому же самому принципу. Только следующего ряда у меня нет. Добавления я делаю, когда они требуются. То есть, если мне недостаточно столбиков, я просто в основании провязываю 2 столбика. Итак, подхватываю кромочную косу, вывожу первый столбик следующего ряда и так далее. Кромочная коса, отверстие и столбик до конца ряда, и соответственно предыдущим рядам провязываю обратный ряд. Я уже приготовила отрезы той же нити, которую использовала при изготовлении моего изделия. И теперь для симметрии буду продевать ее обычным узлом. Желательно закрепиться в отверстие. С лица на изнанку вставляю крючок. Бежевому цвету у меня не соответствует отверстие, поэтому я провожу крючок по пряже. Вывожу петлю на лицо и продеваю 2 края
в эту петлю. Так поочередно, цвет за цветом, до необходимой чистоты декора я вставляю в каждое отверстие и вывожу, после чего одинаково подстригу до ровного края все мои ниточки. Подвесное панно «Радуга» готово, очень яркое и красочное. Можно декорировать его бусинами или заплести косички с бахромы. Также можно изготовить целый набор игрушек и украшений, будь то игрушка-грызунок, держатель для соски, интерьерная подушка-звезда или люлька для куклы. Все эти видео есть на моем канале. Для вас оставляю целый плейлист в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!